Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня выходит вторая часть красивейшего мотива крючком, связанного в оригинальной технике ленивого жаккарда или мозаичной техники вязания, когда мы вывязываем рисунок сначала одним цветом, затем другим. Я вяжу большой круглый мотив для красивой диванной подушки. Также можно связать красивую сидушку, коврик, в общем, какую-то красивую, интересную, яркую вещь, которая будет оригинальна и очень красиво смотреться в интерьере. В первой части видео я рассказывала начало вязания данного мотива, полностью провязывала рисунок по рядам до 19 ряда, и в этом видео будет продолжение. Вот здесь уже рисунок цветка полностью завершен. Сделала тоже такое обрамление, такой зигзагообразной яркой линии. И у меня в итоге мотив получился диаметр 40 сантиметров. Думаю, для подушки как раз подойдет. Закончен полностью рисунок. И сейчас свяжу второй мотив и буду уже собирать подушку. Итак, приступаю к вязанию. Первую часть вы можете посмотреть по подсказке. Также оставлю видео по ссылке. Там же я рассказывала, какую пряжу использую. Вот, и приступаю к работе. Начинаю вязать 20 ряд мотива. Этот ряд у меня провязывается розовой нитью, которой я вырисовываю вот яркий рисунок. Все четные ряды у меня вяжутся этим цветом, а все нечетные ряды нитью фона вот такой зеленый цвет. То есть каждый ряд я меняю цвет нити. Итак, 1 петля подъема в начале ряда. И здесь по вторым полупетелькам последнего ряда столбиков вяжу 4 столбика без накида. И теперь получается за 2 столбика вот до розового столбика провязываю рельефный столбик. Делаю на крючок накид, ввожу крючок за ножку столбика впереди работы и свободно, очень свободно провязываю накид и верхушку столбика. То есть мы здесь столбик главное не затягивать. Далее здесь пропускаем за работой 1 столбик и по ряду за вторые полупетельки вяжем 4 столбика вот до центрального розового столбика получается. Далее вяжем рельефный столбик над розовым столбиком. После провязываем 4 столбика без накида за вторые полупетельки. И также выполняем столбик рельефный за третью ножку столбика. Очень свободно выполняем столбик. Далее пропускаем вот 1 петельку по ряду и 4 столбика без накида. На этом раппорт узора первое повторение закончено. Всего по кругу делаем 6 повторений. Начинаю вязать 21 ряд. Уже сменила цвет нити. 1 петля подъема. И здесь вывязываем зеленый фон. На первых 1, 2, 3 полупетлях зеленого цвета впереди работы вывязываю 3 столбика с 1 накидом. И здесь до розового столбика остается 2 полупетельки. Вывязываем 2 столбика с накидом с одной вершины. То есть провязываем из первой полупетельки, из второй полупетельки только накид. И далее общую вершину. То есть сделали убавление. Далее над розовым столбиком за вторую полупетельку вяжем столбик без накида. После здесь у нас после розового столбика вот свободные 2
зеленые полупетельки. И зацепляем крючок вот за первую полупетельку, вывязываем столбик с одним накидом. Далее еще один столбик с одним накидом. А здесь на третьем столбике вывязываем 2 столбика, то есть делаем прибавление. И еще один столбик у нас на зеленой полупетельке. Итого будет 5 зеленых столбиков. Далее столбик без накида над розовым столбиком за вторую полупетельку. И здесь должен рисунок симметричный быть. То есть здесь мы вывязываем один столбик. Далее на второй полупетельке 2 столбика с одним накидом. Далее здесь на 2 полупетельках по одному столбику. Над розовым столбиком столбик без накида за вторую полупетельку. После розового столбика вяжем 2 столбика с одной вершиной на 2 полупетельках зеленого цвета впереди работы. И остается 3 столбика до конца раппорта. И далее повторяем, как с начала ряда. Всего 6 повторений. Начинаю вязать 22 ряд. Как обычно, в начале ряда 1 петля подъема. Далее 3 столбика без накида по последнему ряду столбиков за вторые полупетельки. И вот, не довязывая один столбик до розового столбика, выполняю рельефный столбик. Ввожу крючок впереди работы за ножку розового столбика и свободно провязываю накид и вершину столбика. А здесь на полупетельке над розовым столбиком провязываю столбик без накида. То есть немножко мы смещаем этот столбик, и формируется такая розовая яркая линия. Далее провязываю столбики без накида до розового столбика. Получается здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. И здесь над центральным розовым столбиком вяжем рельефный столбик. И получается далее вяжем узор симметрично. 6 столбиков без накида. Шестой столбик вот идет за полупетельку вот над розовым столбиком. Далее вяжем рельефный столбик за ножку столбика розового. Пропускаем столбик за работой. И здесь, как в начале ряда, 3 столбика без накида. И узор повторяется, как с начала ряда. Идет вязание 23 ряда. После первой петли подъема провязываем здесь на первых 2 полупетельках зеленых 2 столбика с одним накидом. И далее перед розовым столбиком 2 столбика с одной вершиной. Сначала провязываем накиды, затем общую вершину, то есть сделали убавление. Над розовым столбиком за вторую полупетельку столбик без накида. И здесь тоже делаем прибавление для расширения круга и для узора. На первой полупетельке вот провязываем 2 столбика с одним накидом. На второй полупетельке уже над столбиком зеленым тоже 2 столбика. И далее вот на 4 столбиках вяжем 4, то есть по одному столбику. И у нас получается здесь участок из 8 столбиков с одним накидом.
Над розовым столбиком вяжем столбик без накида за вторую полупетельку, и далее узор идет симметрично. Здесь 4 столбика с одним накидом, из каждой полупетельки по одному, и затем на 2 полупетельках по 2 столбика вяжем. Так, здесь я ошиблась. Ничего страшного, можно и прибавление сместить. Я сделала прибавление, потом 1 столбик и еще 2 столбика вот на крайней полупетельке. То есть всего должно быть 8 столбиков зеленого цвета. И в принципе не важно, где, в каком месте вы сделаете прибавление. Далее над розовым столбиком столбик без накида. Далее вяжем 2 столбика с одной вершины. Вот из первой полупетельки провязываем накид, из второй полупетельки накид, общую вершину и еще 2 столбика до завершения первого повторения раппорта. И далее вяжем как с начала ряда. Начинаю вязать 24 ряд розовой нитью. Здесь в начале провязываю 2 столбика без накида за вторые полупетельки, не довязывая 1 столбик до розового столбика, выполняю рельефный столбик за ножку розового столбика, впереди работы ввожу крючок и свободно провязываю накид и вершину столбика, а над розовым столбиком за полупетельку зеленую вяжу столбик без накида. И далее по зеленым столбикам вяжу 8 столбиков без накида. Далее над розовым столбиком начинаю вывязывать листик и на полупетельке провязываю 5 столбиков с одним накидом. Связав такой веер столбиков, далее на зеленых столбиков за вторые полупетельки вяжу 8 столбиков без накида. 9 столбик без накида вяжу на зеленой полупетельке над розовым столбиком. Далее идет рельефный столбик, ввожу крючок за ножку розового столбика впереди работы, свободно провязываю накид и вершину столбика. Вот пропускаю 1 петельку по ряду и 2 столбика без накида идет. И далее идет повтор этого раппорта как с начала ряда. Идет вязание 25 ряда. В начале ряда 1 петля подъема. Далее вяжу здесь на полупетельке зеленый на ряд ниже 1 столбик с одним накидом. Далее на 2 полупетельках столбик с двойным основанием и одной вершиной. Над розовым столбиком столбик без накида за вторую полупетельку. И далее здесь вот на свободной полупетельке первый столбик с одним накидом. И далее над зелеными столбиками вяжем 8 столбиков с одним накидом. Довязав столбики до розового вот этого веера листочка, над веером вяжем столбики без накида за вторые полупетельки и выполняем 5 столбиков без накида. После у нас узор идет симметрично, 8 столбиков с одним накидом из каждой полупетельки по одному столбику над зелеными столбиками, и 9 вот здесь на свободной полупетельке будет столбик с одним накидом. Когда после листочка розового провязано 9 столбиков с одним накидом,
Над розовым столбиком вяжем столбик без накида за верхнюю полупетельку вторую. И после розового столбика вот здесь на двух зеленых полупетельках вяжем столбик с одной вершиной и двойным основанием. И до конца раппорта остается один столбик с одним накидом. И начинаю вязать второй раппорт как с начала ряда. Итак, всего у меня 6 повторений по кругу. Начинаю вязать 26 ряд узора. Итак, здесь после первой петли подъема один столбик без накида за вторую полупетельку и сразу вяжем рельефный столбик на ножке розового столбика впереди работы. Провязав столбик, над розовым столбиком выполняем столбик без накида. И далее вяжем столбики без накида вот до листочка розовых столбиков. Итак, всего здесь я провязала 10 столбиков без накида. И сейчас буду вывязывать листочек рельефными столбиками. На 5 столбиках первого ряда вывязываю 5 рельефных столбиков. То есть ввожу крючок вот за ножку каждого столбика и выполняю столбик с одним накидом. Таким образом у нас получается объемный элемент, который будет красиво и выразительно смотреться. Провязав 5 столбиков с одним накидом, 5 рельефных столбиков, далее вяжем столбики без накида за вторые полупетельки зеленых столбиков. Итак, здесь тоже вяжем 10 столбиков без накида. Провязав столбики без накида, последний столбик идет над розовым столбиком, и далее вяжем рельефный столбик розовый за ножку столбика предыдущего ряда. И после провязываем 2 столбика без накида за полупетельки зеленых столбиков, и начинается повтор как с начала ряда. 27 ряд. В начале вязания 1 воздушная петля, далее вяжем 2 столбика с одной вершиной на зеленых полупетельках. Над розовым столбиком выполняем столбик без накида. Здесь выполняем на полупетельке столбик с одним накидом. И продолжаем вязать столбики с одним накидом над зелеными столбиками за свободные полупетельки. Довязав зеленые столбики до розового листика, над столбиками розовыми выполняем столбики без накида за вторые полупетельки. Всего 5 столбиков без накида. И провязав столбики над листиком, вяжем столбики с одним накидом за зеленые полупетельки на ряд ниже. Точно так же довязываем зеленые столбики до розового столбика. Далее над розовым столбиком выполняем столбик без накида. И сразу после розового столбика на 2 зеленых полупетельках вяжем столбик с одной вершиной. И начинаем повтор как для второго раппорта, как с начала ряда. Сразу вяжем столбик на 2 полупетельках с одной вершиной и так далее. Начинаю вязать 28 ряд, и в этом ряду, по сути, я завершаю вязание вывязывания рисунка цветка в центре. Итак, после первой петли подъема у нас начало конец ряда как раз приходится на вершину вот этих лепестков, и здесь я формирую вершину. Сразу буду вывязывать рельефные столбики, 2 столбика с одной вершиной, тем самым соединяя вот эти вот 2 яркие линии. И вначале я ввожу крючок, вот сразу после петли подъема, ввожу крючок сначала за первый столбик, который по сути идет в конце работы, в конце ряда, провязываю только накид,
Далее ввожу крючок во второй столбик, провязываю только накид и потом вывязываю общую вершину. И вот мы соединили эти две линии. Дальше вот над предыдущим столбиком, столбиком без накида, вяжем столбик без накида за вторую полупетельку. И далее по зеленым столбикам за полупетельки вяжем столбики без накида. Довязав столбики без накида вот до листика, далее у нас идет зеленые столбики без накида, я провязываю 2 столбика без накида также за вторые полупетельки до самого центра листика. И теперь мы формируем вершину листика. И здесь мы будем провязывать 5 рельефных розовых столбиков с одной вершины. То есть провязываем на каждой ножке столбика розового накид, третий получается накид, четвертое основание столбика и пятый. И теперь, собрав вот все петли на крючок, провязываем их разом, формируя общую вершину. Далее вот здесь получается после центрального столбика, центральной вершины 2 столбика без накида за вторые полупетельки зеленых столбиков. И после идут столбики без накида по зеленым столбикам как раз вот до розового столбика. Я посчитала, здесь от вершины листика я провязала 13 столбиков без накида. И теперь буду вывязывать общую вершину вот этого лепестка из 2 линий. Вначале провязываю рельефный столбик на первом столбике розовом и на втором. И затем общую вершину. Далее вот столбик, который был за розовым столбиком, провязываю столбик без накида. Итак, я провязываю этот ряд, у меня уже началось второе повторение, и далее буду вывязывать фон. Начинаю вязать 29 ряд мотива. И здесь после первой петли подъема как раз над вершиной лепестка выполняем столбик без накида за вторую полупетельку. Далее вот на первой свободной полупетельке провязываем 2 столбика с одним накидом, то есть делаем прибавление. И по зеленым столбикам на ряд ниже вяжем по одному столбику с одним накидом. И так вяжем до листика. Довязав столбики с одним накидом до листика, здесь еще 2 полупетельки. На первой полупетельке вяжем 1 столбик с накидом. Перед самой вершиной провязываем 2 столбика с одним накидом. Далее здесь мы пропускаем вершину листика и сразу за вершиной вот на полупетельке вывязываем 2 столбика с одним накидом. И еще на одной полупетельке 1 столбик с накидом. И далее над зелеными столбиками вяжем столбики с одним накидом. Я довязала столбики почти до вершины. Здесь над розовым столбиком получается еще одна полупетелька. Провязываю перед вершиной еще 1 столбик, и я провязала столбики все по одному на полупетельках, и на последней полупетельке вяжу еще прибавление. Здесь 2 столбика с одним накидом на полупетельке в конце, и над вершиной вяжу столбик без накида, то есть идет повторение как с начала ряда, и так провязываю этот ряд. 30 ряд мотива вяжется очень просто. Здесь мы вяжем только столбики без накида
за вторые полупетельки столбика предыдущего ряда. И так провязываю этот ряд. Начинаю вязать 31 ряд. И в этом ряду повторение довольно короткое. Вначале провязываем 3 столбика с одним накидом на полупетельках последнего ряда. И далее вяжем 3 столбика с одним накидом и с одной вершиной. Для этого вводим крючок за полупетельки на ряд ниже, и причем за первую полупетельку под последним столбиком. То есть как бы возвращаясь на одну полупетельку назад, провязываем только накид. Затем из следующей полупетельки и еще следующий по ряду. И затем провязываем общую вершину. После 3 столбиков, связанных вместе, далее провязываем один розовый столбик последнего ряда и получается в следующую полупетельку вводим крючок и провязываем столбик без накида. Этот столбик находится как раз над основанием, основанием столбика последнего из 3 столбиков, и еще 2 столбика по ряду. Итак, повторяем. 3 столбика вместе на ряд ниже, провязываем из 3 полупетелек только накиды, и затем общую вершину. И далее 3 столбика без накида по последнему ряду по полупетелькам, и пропускаем всего одну петельку после последнего ряда, после последнего столбика, и так провязываем 3 столбика. И выполняем вот такие столбики-снопики через 3 столбика без накида. Я заканчиваю вязать 31 ряд, начиная 32, и смотрите, в конце 31 ряда третье основание столбика мы вывязываем из первой полупетельки уже в начале ряда, и затем общую вершину. И еще один столбик без накида у нас идет как бы за столбиком. Далее делаю завершение ряда, соединительный столбик, подхватив вторую нить, одну петлю подъема, и здесь я буду вывязывать уже такие розовые линии зигзага. В 32 ряду делаю одну петлю подъема, а здесь на первых 3 петельках до вершины вот первого снопика вяжу 3 столбика без накида за вторые полупетельки, и над снопиком вяжу 2 столбика с одной вершины, ввожу крючок вот за розовую полупетельку перед снопиком, и после снопика, вот она, крайняя розовая полупетелька, ввожу крючок, провязываю накид свободно, и затем вершину столбика. И далее по 3 зеленым полупетелькам вывязываю 3 столбика без накида. И так идет повтор. Вот перед снопиком провязываем накид за полупетельку розовую, после, и вяжем 2 столбика с одной вершиной, и после 3 столбика. Так провязываю этот ряд. Начинаю вязать 33 ряд, и это заключительный ряд моего мотива. Выполняю этот ряд нитью цвета фона. По сути, розовую нить уже можно обрезать. Итак, в начале ряда, как обычно, 1 петля подъема, и здесь сразу вяжем 3 столбика из одной полупетельки, которая находится, зеленая полупетелька, в центре между 2 розовыми столбиками. И из этой полупетельки мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Такой веер получается. И
Далее вяжем столбик без накида за вторую полупетельку над вершиной двух розовых столбиков. И так повторяем. Из зеленой полупетельки 3 столбика с одним накидом. И над вершиной розовых столбиков за вторую полупетельку столбик без накида. И провязываю весь этот ряд. На этом вязание моего мотива будет завершено. Кстати, хотела показать вам, как выглядит изнанка. Здесь вывязаны вот такие рубчики. Полотно получается довольно толстое и пышное.